Всем привет! Наконец-то мы дождались, когда Konami вышли из отпуска и наконец-то хоть сколько-нибудь, но занялись игрой. И наконец-то в eFootball после новогодних и рождественских праздников появился более-менее актуальный контент. Первый контент в 2026 году, если мы не учитываем ранее заготовленные паки. А именно новая Showtime карточка за прохождение фазы, возвращение сокровищ, новый пак на 200 футболистов с участием эпиков и шоутаймов и многое-многое другое, о чем сегодня и предлагаю поговорить. Ребята, у меня для вас реально новогодняя новость. Сейчас на PlayRock идет огромный розыгрыш. Уникальный игровой компьютер елка. Еще 4 мощных ПК в спецдизайне. Макбуки, айфоны, PlayStation 5, Xbox и еще куча призов. Траты в декабре неизбежны. Подарки, игры, пропуск. Классика. Так трать средства с выгодой. Каждая покупка от 500 рублей на PlayRock превращается в билет в новогодний розыгрыш. Покупай то, что планировал, и параллельно получай шансы на серьезные призы. И чтобы было максимально выгодно, на PlayRock сейчас идет отдельная новогодняя акция. Сотни скидок и самые привлекательные цены на товары. А тут есть буквально все, что нужно геймеру. Также на PlayRock можно пополнить свой аккаунт Steam, и с моим промокодом вы сможете это сделать с нулевой комиссией. Хочешь закупиться игровыми товарами или пополнить Steam без комиссии? Делай это по ссылке в описании и используй мой промокод. И помни, в декабре тебе не избежать трат для себя или друзей. Так лучше покупать там, где за это дают шансы на реально крутые подарки. В игру возвращается Хаби Алонсо, особенный любимчик тех, кто до сих пор продолжает играть на быстрой контратаке, и не изменяя своим двум предыдущим появлениям, у него все так же доступна быстрая контратака. Плюсом ко всему идет еще и по всему полю. Тогда как новый линк-ап у Хаби Алонсо вроде как завязан на забросах, только уже между атакующим полузащитником и центральным нападающим. Тогда как буст прибавляет плюс к реализации и, по-моему, к контролю мяча. В целом, для всех тех, кто продолжает играть на быстрой контратаке, обновиться с предыдущего Алонсо на нового имеет смысл. Но если вы играете на длинной контратаке, то переход на нового Хаби Алонсо, наверное, не так сильно и обязателен. Учитывая, что быстрая контратака все еще остается рискованным стилем, а по всему полю это, откровенная параша для тех, кто играет навесами. А вот и новенький пак под нового главного тренера, и знаете, это один из немногих паков на 200 тел, который на первый взгляд действительно показался интересным. Новый Шевченко, Кака, праймовый Милан и не менее интересные Мбаппе и Арда Гюлер. Но эти мысли были у меня в голове вплоть до того момента, пока я не посмотрел на нового Килиана Мбаппе. Блять, что это вообще такое? Да, вы все правильно понимаете, они выпустили центрального нападающего без координированных ударов, зато с ебучим пикированием Сокола. Но и это еще не все. Вместе с нацеленностью на ворота. Так сказать, зачем вам нападающий, который сможет забивать из неудобных положений, когда вы сможете повышать всю точность этого нападающего с каждым последующим ударом? Спасибо, блять, но проблемы с реализацией, когда я наношу ударов 20 за матч и забиваю только 1-2 раза, мне хватает и без подобного рода игроков. Но в конце концов, как же вы заебали! Ну сколько можно, блять, уже добавлять это пикирование Сокола каждому атакующему игроку? Ну сколько, блять, можно повторять из раза в раз, когда у нас уже был Килиан Мбаппе с пикированием Сокола? А вот эта вот нацеленность на ворота, ладно, примем к сведению, но все предыдущие карточки нападающих с этим навыком были со скоординированными ударами. Ибрагимович, Ромарио. Ну тут, блять, просто бомба. Пикирование Сокола, чтобы мазать половину ударов, и Willpower, чтобы в конце концов точность рано или поздно стала чуть-чуть получше. Ну 5 минут. Ты можешь прерваться? Хоть на 5 минут! No! Ну почему тому же Шевченко добавили более органичные навыки, скоординированные удары и взрывное ускорение? То, что нужно, зато
Мбаппе вообще какое-то непонятное нечто. Лично у меня после подобной картины отпало всякое желание притрагиваться к этому паку, поэтому кто куда, а я пас. Первая команда недели в 26-м году. В принципе, как и всегда в отношении команды недели здесь многое не скажешь, разве что вновь отмечу, как мне обидно за игрока мадридского Реала. Если в прошлом паке более донатном наборе это был Килиан Мбаппе, то в этот раз это Гонсало Гарсия. Молодой человек оформил джентльменский хэт-трик правой, левой ногой, головой он забил. И что он получает по итогу? Одну из самых низкорейтинговых карточек в этом наборе. Даже несмотря на то, что ему впихнули буст. Самый главный вопрос, отличается ли эта карточка от его летнего появления со времен клубного чемпионата мира? Нет, вообще нихуя. Она вообще никак не отличается. А, нет, стоп, погодите. У предыдущей 98 с высокорейтинговым тренером, а у новой 99. Обновили также пак за номинальные контракты, который, как и всегда, из года в год посвящен лучшим игрокам первой части чемпионата. Тот же самый вырвиглазный, слишком яркий фон и снова Деклан Райс. Ну и также для фри-то-плейщиков есть возможность обзавестись очередным Криштиану Роналду, которому даже можно добавить буст, и чей рейтинг даже будет достигать 101 пункта. Поэтому, если вы все еще продолжаете мечтать о каком-нибудь Роналду 2008, то это вот, наверное, не то чтобы прекрасная возможность, но хоть какая-то возможность обзавестись очередной карточкой португальца. А вот награда за прохождение дивизионов в новой фазе действительно интересная. Ведь это не какой-то там центрбэк из Брайтона, все еще не могу запомнить его фамилию, не какой-то Сандро Тонале, а целый Джек Грилиш, наш народный герой, наш герой мемов, наш футбольный мем. И если мы не получили карточку Антони, то вот хотя бы Джека Грилиша в подобном амплуа шоу-таймовского игрока мы все же увидели. И причем цифры, ну, не самые плохие, не космические, но в целом неплохие, учитывая, что не так давно раздавали Карвахаля там с рейтингом 100. Поэтому, в принципе, в этот раз тоже игрочишка попадается неплохой. Ну и сокровища. Наконец-то мы дождались сокровища спустя там 2-3 месяца вот этих долгих ожиданий. Неплохая подборка, но имеется одно большое но. Сокровища разделили на 2 недели. Понимаете, в прошлый раз, когда сокровища появились первый раз, игроки уж больно быстро обзавелись разного рода сокровищами и слишком быстро их всех прошли. Даже меньше, чем за 2 недели, по-моему, за полнедели, за половину первой недели. И после чего сокровища немножко потеряли в актуальности, потому что все быстро обзавелись сокровищами, все быстро их получили и делать больше нечего. И вот как вы думаете, вот что в такой ситуации можно сделать? Может быть, увеличить количество ячеек, учитывая, что пак с эпическими игроками, там 250 тел присутствует. Ну, чтобы и побольше шансов было, и подольше можно было бы с сокровищами поиграться. Да нет, конечно, блядь, вы чё? Вы чё вообще такое думаете? Вы чё вообще такое говорите? Нет, мы не будем увеличивать количество ячеек, мы не будем уменьшать количество игроков в паке, мы просто, блядь, разделим сокровища на 2 недели. И получается следующая картина. У нас доступны 4 ячейки, первые 2 из которых мы сможем заполнить и пройти на этой неделе, по сути, и 2 оставшиеся ячейки мы сможем пройти только на следующей неделе. То есть крутки из этих 2 оставшихся ячеек только после следующего четверга. Наслаждайтесь. Касаемо же подбора, поподробнее об их цифрах мы поговорим на втором канале, я думаю, буквально завтра. Ну а если так вот, краткое резюме, то в принципе подборка не самая плохая. Конечно, как и всегда, впихнули эпиков без навыков, Кьелини, Киркич, Донадони. Эпические игроки, казалось бы, но все они без хоть какого-либо навыка. Но в то же время присутствуют и вполне себе интересные и приятные карточки в лице того же самого Лотера Матеуса со скоординированными пасами или Димитара Бербатова со скоординированными ударами. Карточка нападающего, конечно, чуть-чуть послабее его прошлогодней донатной версии, но в целом тоже выглядит неплохо и как будто бы даже чуть-чуть посбалансированнее в сравнении с прошлогодним релизом. А так, донатный навык присутствует, необходимый навык для нападающего, поэтому выглядит неплохо. Осталось еще путем рандома хоть как-то попытаться выбить эту самую карточку.